Друзья, переходим к следующему слайду. Здесь мы будем говорить о том, что произошло за год. Ну, это традиционный слайд, который я, в общем-то, готовлю на протяжении многих-многих лет. Перед вами график, рисунок гистограмма. Видим, что период сравнения апрель 2025 год это $565 за квадратный метр. И апрель 2026 года это $590 за квадратный метр, что показало динамику роста 4,42%. Помните, друзья, я вам говорил, в зависимости от периода сравнения у вас будет здесь или положительная динамика, если мы говорим о 2025 году, сравнивая с сегодняшним, так сказать, маем 2026 года, это будет динамика роста 4,42%. Если говорить, что произошло за весь период войны, то там вы видели снижение почти 14%. А если говорить с 2008 года, что произошло, друзья, с недвижимостью, там просто вообще сумасшедшие цифры были. Ну, многие, кто меня смотрит, в то время еще, так сказать, пешком под стол ходил, он не интересовался недвижимостью, а у меня уже тогда были, в общем-то, работы на эту тему. Итак, да, немного хочу рассказать вам о индексах. Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует стоимость недвижимости во времени. В данном случае он положительный, единичка, запятая, 0,44. То есть как он считается, это достаточно просто, если у вас есть статистические данные. Показываю на примере данного класса с жилья. 590 делим на 565, получаем рост в годовом измерении в процентном соотношении, плюс 4,42%. Ну или же положительный индекс единичка, запятая, 0,44. Друзья, немного саморекламы. На протяжении многих лет компания Olymp Consulting и я готовим индексы для крупных украинских банков, также системных банков, которые работают, иностранных, которые работают на территории Украины. И вот на примере данного графика рисунка показываем, как считаются индексы. Я знаю, что меня смотрят фокус-группа людей, это люди, работающие в финансовых учреждениях, это управление по рискам, по риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. И вот этот на примере данного графика рисунка вам показал. Поэтому синергия наших знаний, она достаточно, поможет и в вашем сложном бизнесе, прямо скажем, и мне и компания Olymp Consulting развиваться дальше. Для того, чтобы меня найти, вам просто необходимо посмотреть в описании канала. Мой телефончик Viber присутствует. Можем созвониться, списаться. Обычно мы раз в квартал готовим для своих контрагентов исследования по всему портфелю залоговой недвижимости, под которой, естественно, финансовое учреждение выдало какие-то средства. Напомню еще раз, вы знаете, как меняется стоимость денег, а я буду показывать раз в квартал вам, как меняется стоимость недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. Достаточно такой, еще раз повторюсь, интересная синергия, и она, в общем-то, работает. Итак, друзья, это была реклама, без нее нельзя. И переходим к последнему слайду. Здесь мы сравним, что произошло на рынке жилой недвижимости. Точнее, я еще раз покажу. График, рисунок остался прежний. И сравним предложения. Это, помните, мы работаем с предложениями, квартиры, которые выставляются для продажи. И сравним с рынком аренды. И вот давайте сверху вниз будем смотреть. Здесь уже, я говорил, на 4,42% за год недвижимость подорожала. Мы говорим о предложениях, выставленных для продажи. А вот рынок аренды, друзья, это один и тот же класс рынка недвижимости, напомню вам, социальное жилье. Здесь я, значит, перевожу все это в доллары, так как вторичный рынок продается только исключительно за доллары. Перевожу это тоже с курсом Национального банка. Ну, вы можете посмотреть, оно как и в гривне, так и в долларах. Но пока говорим сейчас о долларах. Так вот, за год сравнивали мы, естественно,
Март месяц, это у нас получается первый квартал 2026 года с первым кварталом 2025 года, мы видим, что аренда выросла на 6,19%. То есть, еще раз напомню, это я в долларах, друзья, вам считал. То есть это, ну, это какое-то безумие. Я вам честно скажу, почему безумие, потому что ну, такая доходность, она не свойственна вообще ни одному рынку. Ну, я уже не говорю про развитые страны, да, там об этом просто, наверное, люди не мечтают. Для того, что много это или мало, ну, кто не понимает. Предположим, у вас есть 10 тысяч долларов. Если вы пойдете, откроете депозит долларовый в любом банке, вам дадут 1%. Где-то я видел 1,5%, но, скорее всего, будет это 1%. То есть за год вы получите всего лишь пассивного дохода 100 долларов. При этом 10 тысяч будут, так сказать, это деньги, которые будут пользоваться финансовые учреждения. А здесь, друзья, 6,19%. То есть не 1%, как предлагает банк, а 6,19%. Друзья, с чем это связано? Ну, мы уже как бы разобрались. Связано это с тем, что все прифронтовые города. Лидером является город Днепропетровск, он же Днепр. Там порядка 7% рост в годовом измерении аренды выросла. Потом идет город Харьков, 6%. Потом третье место занимает город Одесса. Четвертое место занимает город Киев. И на последнем месте город Львов. То есть там рынок аренды ведет себя адекватно, порядка 3% в год рост. Ну, мы говорим в долларах, еще раз, чтобы вы просто понимали. С чем связано в прифронтовых городах такая рост аренды? Напомню вам, и мне, кстати, спасибо, писали из Днепра, из Харькова, много на сегодняшний день военнослужащие, то есть офицерский состав, они не живут в казармах, живут в съемных квартирах. То есть люди, которые работают на военно-промышленный комплекс, что-то делают, ремонтируют технику, которые специалисты, которые не живут в городе, ну, не харьковчане, а приехали туда, они тоже снимают квартиры. И за счет вот этого количества специалистов, которые работают на ВПК и, в общем-то, служат в армии, да, в тыловых подразделениях, увеличивается, вот это растет стоимость аренды, как в Днепре, так и в Харькове, так и в Одессе. И даже, друзья, вот город Запорожье, я недавно делал исследование, там тоже фантастика. Город Запорожье, до которого буквально, я не знаю, там уже эти кабы долетают. Там рост стоимости аренды, недвижимость снижается по предложениям, потому что там, ну, люди, которые поумнее, уже уезжают, или которые могут себе позволить это. А вот аренда растет, растет, и это именно связано с военнослужащими и людьми, которые работают в военно-промышленном комплексе. Итак, друзья, надеюсь, очень подробно мы разобрались о том, что произошло на рынке жилой недвижимости за 4 года и 5 месяцев. То есть ретроспектива у нас была, потом мы зафиксировали, что произошло на сегодняшний день. И теперь будем говорить о том, что произойдет, ну, буквально еще месяц остался, закрываю пока слайдов. Друзья, я всего лишь предполагаю, с учетом того, что город Днепр или недвижимость в городе Днепре по предложениям именно ведет себя адекватно, будет также дальше мы будем наблюдать, вернее в Днепре, в Харькове ведет себя неадекватно, я прошу прощения, переключился на Днепр. Я думаю, что в следующем месяце мы будем видеть незначительное повышение стоимости квадратного метра, буквально может быть на 0,5%, но это колебательный процесс, и скорее всего, до конца года мы будем видеть, но это уже среднесрочный прогноз, мы будем видеть, что все-таки вот эта линия тренда будет менять свое направление, то есть недвижимость должна, и все макроэкономические показатели об этом говорят, снижаться в городе Харькове. Сейчас пока мы видим ситуацию, в общем-то, немного нелогичную, как мне кажется. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете
лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.